Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за нашими встречами по средам с Костем Бондаренко. Он на связи. Константин Петрович, приветствую вас. Здравствуйте, здравствуйте, Александр. Вы знаете, очень бурные дни, очень яркие заявления, очень такие, казалось бы, вещи, которые нас отдаляют от мира. Вот в прямом смысле этого слова. Вот как бы вот вроде бы мирный трек, но нет, все очень далеко. Хотя есть определенные интересности. Вот с одной интересности я предлагаю начать. Формат нашего эфира очень простой. Пожалуйста, подпишитесь на Костя Бондаренко на YouTube и в Телеграм-канале. QR-код, который видите возле меня, это возможность вот с этих вопросов начать нашу сессию вопросов и ответов. А так можно заблаговременно оставить в закрытом клубе зрителей Шелеста, а также в сообществе YouTube. Ну и в чате трансляции, там все будет вживую, но в самом конце. А с чата начнем наш сегодняшний эфир. Сегодня, конечно, умопомрачительные вещи. Да? Значит, выходит Путин и говорит о том, что нет, ну, никогда не против был встречи с Зеленским, но о чем, мол, с ним говорить? Подготовленная встреча, и, пожалуйста, если он так хочет, пускай приезжает в Москву. Ох, тут выходит Литвин, ну, по поводу спикера или как спичрайтера, да, советника, который пишет тексты, он уже, говорит, не такой важный, что может в санкционные списки СНБО всех, так сказать, повносить из журналистов и прочих инфлюенсеров. Он теперь вроде как просто писарь, но может слухи, кто его знает. Ну ладно, Литвин, который говорит уловки Путина, Сибига выходит, говорит 7 стран и называет 7 стран, которые готовы прям завтра принять встречу Путина и Зеленского, а Путин, мол, смотрите, не хочет встречаться и такие условия нереалистичные выдвигает. Опрос нашего эфира. В конце подведем итоги. Кстати, очень важно. Интересно. Как Зеленский поедет в Москву? Варианты ответов. Поджав хвост, договариваться. Принудительно, в наручниках. Как турист в глубокой старости. Или не поедет уже больше никогда. Вот такие 4 варианта, они, в принципе, подразумевают все варианты развития событий. И если война закончится и, может, поедет, выступит, там времена поменяются, правители, руководство, эпохи. Есть тоже вариант, что все-таки будут судить Зеленского и, может, и в Москве, кто его знает, это война, это история. Есть вариант, конечно, что вот все-таки он поедет. Ну, тут поджав хвост нет, может, гордо поедет, почему нет? Ведь это же принцип киношный, как Саша Белый, помните? «Муха, я прихожу к тебе на твою поляну, я один, давай». Это будет просто феерия, мировые СМИ просто, он снова на первых полосах, Зеленский. Ну, в общем, как вы думаете, что это за фортель и действительно за ним ли что-то стоит? Нет, я думаю, что в данной ситуации это обычный троллинг. В принципе, сейчас президенты обменялись, я не имею в виду Зеленского, я имею в виду там Трампа, Путина, они обменялись таким легким троллингом по тем или иным вопросам. Трамп сегодня там сказал, что передает привет Си Цзиньпину и Путину с Ким Чен Ыном, которые что-то там затевают против него. Сразу же МИД России сказал, это такой юмор, вот, это такая ирония у Трампа. Вот. Потом, соответственно, Путин пошутил, что пусть Зеленский приезжает в Москву. Ну, такие, пока что это на уровне иронии, сарказма, юмора и прочее. Вот троллинг такой, вот, не более. Ну хорошо, но тогда мы видим, ну, соответственно, раскладку. Сейчас вовсю набирает обороты ожидания встречи Зеленского с лидерами коалиции желающих. Уже говорит Макрон, мы будем звонить Трампу. Ну, в общем, все как всегда, да, они собрались вместе, начали звонить Трампу. Трамп, понятно, да, вы там привели этот момент, что он тоже, ну, как бы, да, вот, говорит, Си Цзиньпин парад делал для меня, думал, что я буду смотреть, а я смотрел. То есть парад, это, конечно, особенная страница, вот мы можем отвлечься потом и вот парад проанализировать. Но все-таки куда движется российско-украинская дипломатия? Знаете, вот когда вы про парад сказали, я вспомнил, в 2008 году у 95-го квартала была одна шутка, сценка одна, называлась она «Наша Америкаша». Вот. По мотивам нашей Раши, там, соответственно, строят
светлое будущее строят демократию Ющенко и Саакашвили в двух своих странах. Вот. Соответственно, Ющенко играет кошевой, Саакашвили играет Зеленский. Вот. И, соответственно, приезжает Буш, который их там начинает спрашивать, где демократия, я на нее деньги выделял и все такое прочее, а потом спрашивает у Ющенко, ты зачем парад проводил? Он говорит, соседа пугал. Вот. И что сосед? А сосед просто не смотрел, говорит. Это в стиле Равшана и Джамшуда. Вот. Ну, в данной ситуации Трамп сказал, что он смотрел. Тоже соседа пугали. Вот сосед посмотрел, сосед остался доволен, я имею в виду Трамп. Вот, поэтому парад удался. Вот, это такое. Что касается встречи. Вы знаете, а первоначально же было объявлено, что 4 сентября в Париж может прилететь Трамп. И Зеленский вроде бы ехал на встречу не только с лидерами там, коалиции желающих, но и с Трампом. Так объявляли, можете поднять эти новости. Говорили о том, что Зеленский будет сейчас. Теперь сказали, что Зеленский будет разговаривать с Трампом по видеосвязи или по телефону. Вот. И приблизительно в это же время может состояться телефонный звонок Трампа и Путина. Телефонный созвон. Трамп сказал, что в ближайшие дни. Ну, логично, чтобы этот созвон состоялся либо до, либо после сразу же вот этого телефонного звонка из Парижа. Ну, а после этого, кстати, очень интересно, что прямо из Парижа Зеленский летит в Кошице, да, в Словакию, да, где встретится с Кем? Фицо, С да, Фица, да. с Фицо, да, встретится с Фицо, и там будут говорить, ну, я так понимаю, что Фицо что-то передаст от Си Цзиньпина и Путина, потому что Фицо как раз вернется из Пекина, из Китая, из Тиньцзина. Тут такой момент, Путин заявлял во время этого, ну, вот брифинга, да, когда очень красивый кадр, то есть стоит Путин, сзади там дворец китайский, все в китайском стиле, ну то есть так монументальненько подсвечено, все очень красиво. То есть тут уж тоже нужно отдать, ну там про парад можно, конечно, пошутить, как вы пошутили, но на самом деле там очень много мелочей, очень много таких моментов, отсылок, ну вот прям, если так смотреть, то видно, что к мелочам, вот, да, вот прям отнеслись. И вот тоже самое, это не была какая-то стеночка, как это любят там лидеры европейские, с какой-то, может быть, сзади надписью, а то и вообще без надписи, вот как у меня, стеночка и привет, понимаете? А там вот именно все вот подчеркивалось, любые фотозоны, все-все-все. И вот он во время этого сессии ответов на вопросы говорит, что еще в 22 году предлагал вывести войска из Донбасса и закончить войну. Но Украина тогда передумала после отвода войск от Киева. Мы понимаем, Стамбул, Борис Джонсон, вот эта вся история. При этом Путин считает, что есть свет в конце тоннеля и говорит, что администрация США призывает окончить войну. В общем, прекращение конфликта возможно. Но вот если свет в конце тоннеля не оправдается, придется все решать вооруженным путем. О чем он? О том, это посыл фактически Соединенным Штатам, что мы готовы. Мы готовы к мирным переговорам, но на тех же условиях, которые были озвучены Уиткофу, тех условиях, которые были озвучены на Аляске, и мы остаемся приверженными тем же условиям фактически. Но эти условия на сегодняшний день не устраивают ни Украину, ни Европейский Союз. Вот, поэтому в данной ситуации это был посыл Путина Трампу, что когда Трамп делает определенные заявления о том, что Украина и Россия не могут договориться, то Россия заявляет о том, что мы дальше выражаем готовность, пожалуйста, но если нас поставят такие рамки, что не хотят выводить войска из Донецкой области, то мы дальше будем продолжать продвижение в Донецкой области. Интересно, что вот по поводу этой встречи с Зеленским. Действительно, Трамп просил его встретиться с Зеленским, на что тот, правда, попросил Москву. Я вот все-таки, хочу предположить, но насколько это будет верно, исходя из политической конъюнктуры и ситуации. Так, смотрите, а может Зеленский попасться на крючок своих вот этих... Смотрите, есть один момент.
Вот. Есть на сегодняшний день пожелание со стороны Трампа, чтобы Путин и Зеленский сели за стол переговоров. Есть заявление двух сторон, лидеров двух государств, что да, мы готовы, в принципе, но. И вот это но у каждого свое. У Трампа, у Зеленского свои там хотелки, у Путина своя позиция. Что касается подобного рода встреч. Российская сторона пытается донести до Трампа, что подобная встреча должна быть тщательно подготовлена. То есть должны поработать группы, технические группы, должен быть составлен определенный перечень вопросов, которые будут рассматриваться, должны быть заранее согласованные ответы на эти вопросы, иначе это все превратится во встречу, на которой стороны, не пожав друг другу руки, там, сядут, закроются и через 5 минут выйдут. Вот, эта встреча попросту отодвинет мир еще дальше. Встреча ради встречи никому не интересна. Ну, точнее, она интересна Трампу, чтобы показать, что я все-таки их усадил за стол переговоров. Она интересна Зеленскому, потому чтобы сказать, что вот видите, я же все-таки не испугался, я пошел, я отстоял свои интересы, я не пошел там, я не склонился на колени. Вот. Но вопрос, коэффициент полезного действия от этой встречи. Смотрите, ну, тут же понимаете, в чем дело? Главное, как это, война фигня, главное маневры. Ну, то есть, все это прекрасно понимают. И вот эти вот маневры, понятно, что она могла бы быть полезна, этой встрече. И в любом случае встречаться надо для того, чтобы закончить войну. Смотрите, любые встречи первых лиц тщательно готовятся. Встреча Путина и Трампа на Аляске готовилась более чем полгода. Она готовилась с января месяца. Вот это просто видимость экспромта. Она тщательно готовилась. Вот была информация о том, что несколько рабочих групп, конкретно 3 рабочие группы, работают в разных точках земного шара, которые согласовывают различные моменты, связанные с экономической сферой, энергетической сферой, Украиной и так далее. То есть все эти вопросы, когда были подготовлены, тогда организовали уже, там, якобы за 1 неделю организовали встречу, Путин прилетел, постелили красную дорожку, уединились, там поговорили и так далее. Подобные встречи готовятся очень и очень долгое время. Они готовятся тщательно, прорабатывая каждый узел этой встречи, вот, каждый узел противоречий. Комиссии, группы работают тайно, секретно, не публично работают над решением этих вопросов, нарабатывают предложения, рассматривают, а давайте вот так посмотрим, а давайте с этой стороны подойдем, а вот наши предложения такие, а давайте мы здесь пойдем на уступки, а здесь вы нам пойдете на уступки и прочее. Таким образом готовятся встречи. Но никогда не готовится встреча так именно с бухты-барахты. А приезжай, давай встретимся, поговорим. Просто поговорить. Смотрите. Мне кажется, что все равно вот эти договоренности уже есть. Путин не просто так говорил о референдуме и военном положении, рассуждая, мол, да, территории, для этого референдум, ну снимите войну, а там же выборы, поэтому нельзя. То есть это ведь тоже не просто так заряженный посыл. И который день Москва и потом лично Путин, причем отвечая лично на вопросы, и в разговоре с Фицо, и раньше, и даже Януковича достали, говорят, НАТО? Нет. Евросоюз, пожалуйста. Да, но есть еще один момент. Есть 157-я статья Конституции, которая, ну, во-первых, она запрещает проводить референдумы во время военного положения, прямо запрещает, а во-вторых, она запрещает рассматривать вопросы, которые сужают свободы, гражданские свободы и права людей, и которые рассматривают территориальные вопросы территориальной целостности страны. То есть референдум относительно того, отдавать Донбасс и там часть Запорожской, Херсонской области и Крым Украине, в принципе, запрещает 157-я статья Конституции. О боже, мы сейчас в прямом эфире, дорогие друзья, вот буквально вот мы говорим с вами, и Зеленский приземляется в Париже, там коалиция желающих, все дела, то есть, ну понятно, Макрон его встречает. Зеленский. Коалиция желающих пока выглядит теоретической.
но при этом добавил, что он верит в эту коалицию. Послушайте, мне кажется, что можно по-разному относиться к Зеленскому и его окружению. Вот по-разному. Я последний, да и вы тоже. Мы с вами оба под санкциями, понятно, там враги и так далее, там на 10 лет, да. Но все же здраво. Вот сегодня зашли в Купянск. Там потом говорили, да нет, это там переодетые под гражданских, чтобы флаг показать. Купянск, все, там муха не пролетит. Ну, пролетела же, видео показала Минобороны Российской Федерации. Вчера зашли в Покровск. Потом, да нет, все нам это ДРГ, ничего страшного. А украинские военные говорят, да не ДРГ, зашли и вводят резервы. Ну, то есть, это заход, это не просто какая-то там, ну, вот, диверсионная работа. То есть, смотрите, Покровск, Купянск, ну и дальше там Днепропетровская область, плюс вот эти дроновые ужасные удары, которые выбивают вообще столицу, парализуют на полдня, как вчера, которые бьют, попадают, просто нам не рассказывают куда. Предчувствие там блэкаута уже этой зимой, оно вот нависло и обсуждается сейчас всеми, даже ставку целую проводили, как там, чего и где, как вот выкрутить, чтобы не так было больно. То есть здоровый расчет нам и говорит о том, что нужно, пускай там где-то не публично, пойти на условия какие-то, не все, какие-то Путина, влепить всем вот так вот прям. Мы идем в Европу, вот уже, видите, эта ручка, я ей подписал, и там с первого какого-то там 27-го года или 8-го года мы полноправные члены. И продать это все красиво, и остаться с хорошей миной. Но ведь это понимают на Банковой. Нет, не понимают. На Банковой рассматривают только один вопрос у них. Каким образом остановить войну, но не отменять военное положение? Вот это для них является главным. Потому что военное положение для них является залогом их пребывания у власти. Сколько бы ни рисовали им социологию, красивую социологию, что у Зеленского там первое место, что он побеждает при любых обстоятельствах, при любой погоде и прочее. Но давайте говорить откровенно. В условиях, когда 3/4 граждан Украины отказываются отвечать на вопросы интервьюеров в ходе опросов социологических, а значительная часть, как говорят сами социологи, дают, скажем, социально окрашенную или же социально мотивированные ответы, вот, социально мотивированные ответы, то есть не то, что они думают, а то, что от них хотят услышать, они говорят. В этих условиях верить в цифры, которые дают нам социологи, это себя не уважать. Вот. И у Зеленского как-то подозревают, что могут быть определенные неожиданности, что вдруг, если завтра объявят выборы, если завтра отменят военное положение, объявят выборы, народ вдруг возьмет и не проголосует за Зеленского в массе своей. Ну так а за кого голосовать? А тут уже вопрос. Когда кто-то говорит о том, что Залужный – это альтернатива, Залужный – это дублер. Я постоянно говорю, Залужный – это дублер Зеленского. Он пойдет на выборы только в том случае, если ему разрешит Зеленский или Ермак. И если будет создано, если будет принято решение, что Зеленский так плавно уходит из политики, просто передает власть своему альтер-эго. Вот. И это первый. Вот. Я как раз вчера в одном из постов говорил, что очень многие считают, что все у нас поменяется, если у нас президент будет, там, скажем, не комик, не еврей и так далее. То есть, вот, то есть только в том случае у нас все поменяется. Ну, просто персонифицированно так Зеленский на себя саккумулировал ненависть очень многих, что многие хотят даже в Залужном видеть альтернативу. Но я думаю, что будут и другие варианты, будут другие кандидаты. Тут вопрос уже такой. Тут вопрос не о том, кто будет президентом, тут вопрос о том, что Зеленский не хочет уходить с президентского поста. Ну, я параллельно слежу за новостями. Европейцы готовы предоставить гарантии безопасности Украине в тот день, когда будет подписан мир. Слушайте, уже европейцы говорят, да мы давайте уже. Вова, давай. Уже и... А вопрос, а наполнить гарантии содержанием. Что это будут за гарантии?
Потому что если мы посмотрим, что было раньше, вот вопрос гарантий, Украина настаивает на том, примите нас в НАТО, тогда мы будем считать себя защищенными. Ну, хотя такая себе позиция. Сейчас вопрос, например, если завтра начнутся там действия, российские войска войдут в Эстонию, например, или в Литву, или в Латвию, начнет ли действовать 5-я статья Устава НАТО? На которую все ссылаются. Или же просто скажут, да нет, да их там сами спровоцировали, так что пусть сами решают. Или отдельные страны там вступятся, а отдельные не вступятся. То есть и такое может быть. Сегодня вопрос действенности гарантий безопасности, которые дает НАТО, это вопрос достаточно условный. Второй момент – это то, что европейские государства до сих пор, когда они подписывали договоренности, вы помните, в 23-м, 24-м годах, особенно в 24-м году подписывали активно, потом в начале 25-го британцы столетний договор подписывали с Украиной, всюду давались обычные гарантии, всюду во всех этих договорах. Если на Украину снова кто-то нападет, не сейчас, не нынешняя война, а вот если снова возникнет война, то эти страны начинают консультации относительно того, каким образом они могут быть полезны Украине. Это гарантия безопасности. Я думаю, что от этой формулы они вряд ли отойдут. Были заявления о том, что мы введем сейчас миротворческий контингент в Украину. Ну, правда, контингент это скорее интервенционный, а не миротворческий. Но вопрос, а кто введет? В Германии, например, нет единой позиции. Министр иностранных дел говорит, что мы готовы предоставить Украине войска, ввести на территорию. Министр обороны говорит, ничего мы не готовы. Никто никуда не идет. Вот. Урсула фон дер Ляйен говорит, что вот мы направим войска. Ей говорят, это не ваша компетенция, это компетенция каждого отдельного государства, которое входит в Европейский Союз и в НАТО. Это, она не может выступать с такими заявлениями от имени европейских государств. Греция уже сказала, что мы не введем. Поляки тоже сказали, что не будем вводить. У французов сейчас ситуация у того же Макрона, ситуация там, внутреннего кризиса, плюс у него постоянные склоки с генералами, вот, которые ему устраивают демарши. Британия, ну, смешно, извините, говорить про действенность британских войск, возможность отправки британских войск, тем более, что Британия сильна не армией, а спецслужбами. Спецслужб британских и так в Украине достаточно. Но вопрос, кто придет в Украину. И опять же есть позиция России, которая сказала, что мы не согласимся на эти гарантии, что тогда мы не подписываем мир. И позиция Соединенных Штатов, которые не в восторге от подобного рода инициатив европейских государств. Мерц, чего такой дерзкий? Ну, ему, конечно, не менее дерзко ответили в России по поводу там, ну, скажем так, что у него не выросло, имеется в виду истощение, истощалка, да, ну, вот он как бы он продуцирует такие заявления, говорит, встречи Зеленского Путина не будет, ну, в принципе, прав, ну, то есть, да, война не останавливается, не хочется верить, что он прав, но, тем не менее, мы видим, да, никаких контактов по этому поводу, Трамп очередной раз говорит, еще там пару недель, я вот там Путин, он знает, на чьей стороне, я буду доволен или недоволен, война, короче, продолжается, удары по НПЗ, там, о тяжелой зиме поговорим чуть позже, все-таки календарь мы перевернули, 3 сентября, и вот тут возникает очень интересный момент. То есть Мерц говорит, надо истощать Российскую Федерацию. Как? Ну, это пожелание. Тем более, что Мерц, он уже заявил о том, что если прекратится война в Украине, то Европа может столкнуться с войной с Российской Федерацией. Это то, о чем мы говорили уже неоднократно на протяжении последних лет, что Европа заинтересована в том, чтобы война продолжалась, потому что на фоне этой войны они собираются именно истощать Россию. Но пока что не очень получается. Цифры говорят немножко о других тенденциях. Что касается Мерца, он в условиях нынешней коалиции, он просто хочет продемонстрировать, что христианские демократы являются более крутыми парнями, чем социал-демократы. Он хочет выгодно выделяться на фоне Шольца, хочет показать, что он не ливерная колбаса.
Это первое. А второй момент, он все-таки, давайте не будем забывать, откуда выходцем является Мерц, чьи интересы он представляет. Это человек, который был долгое время одним из основных менеджеров BlackRock. Так что и в данной ситуации его устами говорит не только высокопоставленный деятель Федеративной Республики Германии, но и один из представителей корпорации BlackRock, одной из основных транснациональных корпораций, имеющих влияние на европейскую мировую политику, и в том числе, несмотря на заявление о том, что они не будут инвестировать в Украину, они все-таки присматриваются и к Украине. Я просто хочу оценить вот серьезность намерений. Опять-таки, тут же снова как трактовать? Понятно, что Мерц, Макрон, они не хотят, чтобы война в Украине заканчивалась. Ну, не хотят, потому что Конечно. там же четко посыл. Да. Закончится у нас, и мы тут с ними тоже начнем, да, вот это вот. То ли перестрелку, то ли что-то еще. Хотя Путин четко, ясно говорит, никто ни на кого не будет нападать. Но какой же ответ на это, да? Ну что, он говорил, на Украину тоже никто не будет нападать. Ну, смотрите, ситуация есть очень сложная ситуация. Один из узлов противоречия – это Балтийское море. Балтийское море, которое НАТО пытается превратить во внутреннее море НАТО. Пока что им это не удается. Вот представьте себе, что вот Путин говорит о том, что да, мы не собираемся воевать, а завтра вдруг береговая охрана Финляндии или Эстонии вдруг захватывает российское судно. По международным правилам, по международному праву, захват судна того или иного государства является казусом белли, поводом к войне. Я этого не исключаю. Этого не исключают в Европе. Люди, с которыми я общаюсь, эксперты, они говорят, это один из вероятных сценариев того, что может пойти не так, что может выйти из-под контроля. Второй момент. Вдруг начинается проблема у Беларуси. Вдруг. Вот. Начинаются какие-то боевые действия относительно Беларуси, начинается процесс свержения Лукашенко, попытки. Путин уже несколько раз сказал, что любое нападение на Беларусь будет расценено как агрессия против России. Вот. И так далее. То, что говорится о том, что Россия не собирается воевать, не значит, что не будут созданы определенные предпосылки, в которых Россия будет вынуждена воевать. Тут другой момент. Уже прям дату называют. Весна 26-го года. Европейцы. Я слышал 27-й год, да, то есть разные даты. Но в принципе я могу сказать так, что один из документов, который рассматривался в России по результатам, скажем так, глубинного стратегирования, вот, он показывает, что война между Россией и европейской частью НАТО, как это формулируется, европейская часть НАТО без Соединенных Штатов, возможно с высокой долей вероятностью вот, в ближайшие 3 года. Почему разные колумнисты пишут о том, что это будет война Европы и ШОС? Потому что сейчас ШОС идет по пути именно консолидации, максимальной консолидации. И вопросы, которые сейчас рассматривались, там, глобальная система управления, создание определенных систем коллективной безопасности, которые предвидят там, создание там, банка, ШОС и так далее, вот, что все это идет именно по пути создания единого определенного пространства, вот, это, скажем так, которое можно условно назвать Евразия минус Европа. Евразия минус Европа. Лихо. Евразия минус Европа, так скажем, потому что Европа же Россию не считает Европой, хотя географически часть России находится в Европе. По Уралу фактически все вот это Европа. Ну, поэтому я и говорю, Евразия минус Европа. У меня тогда, я думал его этот вопрос задать, ну, более так, знаете, с юмором или с какой-то там, ну, вот такой долей иронии. Но тогда у меня серьезный к вам вопрос. Блумберг пишет, ну, в общем, шел Путин и Си Цзиньпин и рассуждал о том, какая сейчас медицина, о том, что можно прожить до 150 лет, ну, вот это все, такие разговоры. Нет, понятно, что Путин и Си Цзиньпин, они люди в возрасте. Ну, не будем говорить, что им там
там, по 50 лет. Нет. Они в возрасте, они понимают, они как бы об этом говорят. Это такая нормальная возрастная тема. Плюс, действительно, там очень серьезные 22 документа подписала Россия и Китай. И там есть медицина тоже. Прям такой большой документ российско-китайского сотрудничества. Поэтому, ну, понятно. Но еще буквально там сутки назад, до того момента, как там Трамп долго не выходил на свой брифинг о том, что он космические войска перенесет с одного штата в другой, ракетное, все думали, что что за что за зацикливание у Путина там. Журналистам говорит, я с Трампом, говорит, спасибо, вы хорошо, что вы живой. Помните, был такой фильм Высоцкий, Да, спасибо, что живой. спасибо, что живой. И опять он повторяет об этом постоянно. Все подумали, не намекает ли на чего или что еще. Ну, правда, то есть зацикленность на этой теме какая-то серьезная. Поэтому у меня серьезный вопрос. То есть получается, давайте откровенно, вот эти временные рамки будущих войн, которые прописаны в документах, в аналитике, они как раз тоже будут преподать и на Путина, и Си Цзиньпина. Вполне возможно. Вполне возможно. Но, по крайней мере, я не вижу каких-то перспектив того, что до 2030 года поменяются основные, до 2028-2030 года поменяются основные игроки. Что касается, если вы уже вспомнили Высоцкого, то можно вспомнить и его слова «срок жизни увеличился, и, может быть, концы поэтов отодвинулись на время». Точно так же, наверное, концы политиков отодвинулись на время, вот, или же стабильно. Я уже когда-то приводил такой пример, что 1982 год, вот, смерть Брежнева. И все говорили, в Советском Союзе геронтократия, потому что такие старцы руководят страной, такие дряхлые люди, такие древние люди, больные, всполошные и так далее. Потом пошла вот эта серия за Брежневым Андропов, за Андроповым Черненко, с промежутком в 1 год начали меняться люди во главе государства и партии. Вот. Вы знаете, сейчас в ближайшем окружении Путина вот, средний возраст людей, которые окружают его, на 3-4 года старше, чем возраст членов Политбюро во времена Брежнева. Вот в год смерти Брежнева. И ничего, выглядит бодрячком, выглядит достаточно активно. Вот, тот же Юрий Ушаков, которого мы очень часто цитируем, и прочее, вот, помощник президента по внешнеэкономическим вопросам, он 47-го года рождения. Ну, извините. Вот. Это потом, там, ну, посмотрите возраст Бортникова, Сечина, Чемезова, прочих людей. Там, вот, они все уже как бы так в возрасте, но при этом каждый из них сохраняет определенную работоспособность, причем серьезную работоспособность сохраняет. Да, действительно, очень многое поменялось сейчас в возрастных рамках. И когда Путин и Си Цзиньпин говорят о каких-то технологиях, о биотехнологиях, о прорывах в этой сфере и о том, что, может быть, мы, говорит, еще увидим возможность того, что человек может дожить до 150 лет, вот, так тоже не секрет, что фонд прямых инвестиций в России на протяжении длительного времени, еще с довоенных времен, уже последние 5-7 лет, очень активно занимается в том числе и вложением средств в разработки там, геропротекторов. Вот. Так что это тех таблеток, средств или там, лекарств, которые не дают организму стареть. Такие же разработки ведутся и в Китае, такие же разработки ведутся в Соединенных Штатах и во многих других государствах. Это тоже не секрет. Поэтому тут ничего нет странного. И политика же, она не только сосредотачивается на военных целях, геополитических целях, газе, нефти и так далее. Геропротекторы тоже вскоре станут одним из рычагов влияния на те или иные процессы в мире. Приходит новость, все же вот, а что, а как? А Трампу будем звонить, коалиция же желающих, которая пока такая виртуальная, вроде как такая, кто же будет от Америки? Вот, пожалуйста, спецпредставитель Трампа Стив Уитков в Париже на фоне представляющей в четверг встречи так называемой вот коалиции желающих. То есть мы понимаем, что, не знаю, будет ли там Витков на встрече, непонятно. Ну, скорее всего, да. Но тут же другой момент. Не Келлог, Константин Петрович. Да, именно. Потому что
идет, ну, я не буду просто углубляться в ту ситуацию, что Келлог и Уитков представляют разные группы влияния в окружении Трампа. Я не буду говорить о том, что у каждого из них есть своя задача, свои функции, прерогативы и так далее. Но что касается Уиткофа, он является универсальным переговорщиком. Позиция Келлога – это более узкая переговорная линия. Вот. В данной ситуации именно Уитков отправлен на разговор. Ну, а потом уже все будет по Корнею Чуковскому. У меня зазвонил телефон, кто говорит слон и так далее. Вы знаете, вот тут же очень важно понимать, что Келлог, ну, там раскопали, что он вообще деньги откуда вот нашел? От акций военной компании. Поэтому спецпредставитель, чтобы добиться мира, вообще неудачный. Ему, ну, от этого, ну, это наоборот даже хуже, да? То есть мы понимаем, что Келлога на Уиткофа поменяли. Были разные нападки на эту фигуру со стороны глобалистской прессы, мол, он что-то не так передает, когда говорит с Путиным, потом Трампу и так далее. Но сегодня Путин говорит, он все точно передает, то есть я подтверждаю. Соответственно, мы понимаем, что эта коалиция желающих может развалиться, так и не став реальной, а не виртуальной. Причем вот в ближайший четверг. Я думаю, что коалиция желающих будет в виртуальном режиме действовать еще долгое время. Вот. Ну, по крайней мере, некоторое время еще подействует. Развалиться она вряд ли развалится, а просто тихо-тихо-тихо уйдет в небытие постепенно. Дуда разоткровенничался, говорит, очевидно, что в интересах, ну, в общем, ему задали вопрос по поводу, ну, скажем, в общем, все время и интерес Зеленского втянуть какую-то страну НАТО, хоть там тушкой, хоть чучелом, в войну. Они вспоминали эпизод, когда первый залет был, там, ракет вот этих, да, и тогда вот звонил Зеленский, и, в общем, Дуде. Ну, Дуда уже как бы там сейчас Навродский с Трампом заседает, обсуждают войска. И он может об этом как бы спокойно, свободно, в режиме новеллистики, ну, вот такой своеобразной, мемуаров, он может об этом говорить. Но говорить же страшные вещи. Почему не удалось втянуть ни одну страну НАТО в войну за 3,5 года, как вы думаете? Потому что была установка со стороны НАТО. Вот была установка, чтобы не втягивать, потому что втягивание любой страны НАТО в войну с Россией могло тоже спровоцировать эффект домино. Вот. И НАТО заняло позицию, что ни в коем случае не дать возможности именно втянуться в войну. Хотя было несколько случаев, когда балансировали государства-члены НАТО на грани именно определенных шагов, которые могли бы привести к вступлению в войну целого блока. Или, по крайней мере, части этого блока. Помните, были прилеты ракет на территорию Польши, помните, были прилеты беспилотников на территорию Румынии и так далее. То есть все это было принято решение, что мы этого не замечаем. То есть, ну, условно, обойдемся нотой, не больше. А в одном случае даже сказали, что это украинская ракета прилетела, а не российская. Вот. Так что, да, действительно не удалось втянуть. Тем более, что в самом начале войны российская сторона заявила о том, что любые попытки помощи Украине в плане предоставления своих аэродромов, своих систем противовоздушной обороны и прочие действия, которые будут наблюдаться со стороны государств-членов НАТО, будут расценены как действия этих государств, направленные против России, и, соответственно, цели на территории этих государств будут считаться законными целями войны. Вот. Ну, там многие сказали, что это Путин блефует, но на всякий случай решили не испытывать судьбу. Испугались. Скажем так, Европа готова была и желала того, чтобы война между Россией и Украиной состоялась, но Европа не была готова воевать сама. Сегодня Зеленский сделал заявление, ну там в перелетах, да, с одной европейского собрания, да, сходки на другую европейскую сходку. Говорит, что
даже если кто-то поддержит безумную идею о выходе ВСУ из Донбасса, кто даст гарантии, что Путин не будет продолжать? Никто. Ну, соответственно говоря, что никто не будет выводить войска из Донбасса. И говорит какую-то очень интересную, вот по форме. Вообще, конечно, Зеленского надо читать. Вот, смотрите, его надо читать. Вот тогда вы все поймете о человеке, как он мыслит, как он излагает. То есть его говорение надо прочитать. Значит, цитата. «Это нереалистично, но наши люди вернутся на оккупированные территории, захватившие Российская Федерация». Захваченная Российская Федерация. Я долго думал, на какой козе подъехать к этому умозаключению. То есть сначала, с конца предложения. То, что нереалистично, ну так, но вернуться, то есть то, что до «но», а потом после «но», а вернуться, подождите, как кто? Ну, смотрите, а почему вы придираетесь к словам Зеленского? Сколько десятков тысяч человек вернулись в Мариуполь, в том числе из Украины? Вот. Когда-то Ирина Верещук это подтверждала, если не ошибаюсь, Безуглая подтверждала, что да, огромное количество людей, которые были раньше как переселенцы, внутренние переселенцы в Украине, они решили просто вернуться к родным пенатам, вот, в Мариуполь, например. И это же только один пример. И я думаю, что такие примеры есть и по другим населенным пунктам. Поэтому Зеленский абсолютно не кривит душой. Немного геополитики. Скажите, пожалуйста, а что это такое за китайский заговор против Трампа? Действительно вот это все Я переросло думаю, в что, какую-то я думаю, такую... что на фоне того, что в западных, в том числе, средствах массовой информации, в контролируемых, особенно глобалистами, начали говорить о том, что саммит ШОС, а также встречи уже в Пекине, это соответствующее усиление там, определенного восточного вектора, что усиливаются враги Соединенных Штатов, которые сейчас вот создадут определенный блок и прочее. И Трамп действительно с иронией написал, плетут какой-то там заговор. Вот. А понятное дело, что подобного рода заговоры, если они существуют, они, во-первых, не проходят так демонстративно, а во-вторых, ну, мне кажется, что Трамп проявляет спокойствие во всей этой ситуации, нервозность у него не чувствуется. Хотя Ну, я прочитал огромное количество там заявлений. Трамп проиграл дипломатические игры. У Трампа рассыпалась вся его система дипломатии. Трамп стал лузером и прочее. Но все это заказано в той прессе, которая в тех средствах массовой информации, которые контролируются демократами. Константин Петрович, если мы вот так вот посмотрим на то, как шатают и расшатывают Трампа, то приходит очень интересная версия, что, ну он же как вышел, да, понятно, там болеет, пятно на руке, вот это все, не появлялся на публике. Слушайте, а ведь это мастерский ход, взять, пропасть, чтобы все соскучились, а потом выйти и сказать, ребята, 2 дня ничего не делал, а тут Байден месяцами пропадал, нормально все жило и крутилось. Абсолютно, да. Я, я долго смеялся, когда появился Байден и сказал эту фразу про Байдена. Трамп, извините, сказал фразу про Байдена. И да, действительно, я думаю, что этих 2 дня он просто репетировал эту фразу. Что ради этой фразы он мог и позволить себе пропасть на 2 дня. М, Ну и мы же помним обсуждение Путина и Си Цзиньпина о технологиях, о том, что там, А вы же да, вот. помните 2015 год. Только ленивый в Украине написал, что Путин умер. Путин умер, это потом уже было в конце 2015 года, один из телеграм-каналов в России написал о том, что Путин лежит в холодильнике на Валдае и двойник управляет страной, а в марте-апреле Путин на 2 недели исчез. Все, Путина нет. Вот, значит, там что-то происходит. Кто-то написал про онкологию у Путина, кто-то написал о том, что на Путина было покушение, кто-то сказал, что у Путина инсульт и так далее. И каждый пользовался достовернее некуда данными. Вот. Потом, когда он появился, начали говорить, а у него уши не такие. Вот. Это двойник, потому что у того были другие уши. Вот. Тоже пошла вот эта... Ну, теперь фактически эстафету перехватили Соединенные Штаты. Ну, интересно, конечно, там миллион с чем-то человек об этом написали. А, Если, ну вот гипотетически,
люди же нормальные, думающие, говорят, ребята, не хороните Трампа, потому что если вдруг с Трампом что-то произойдет, будет Венс, и тогда будет небу жарко. Конечно, в том-то и дело, что демократы в Соединенных Штатах, а также глобалисты всех мастей, они молятся на то, чтобы Трамп, вот, чтобы Бог ему даровал там здоровье, вот до конца его президентской каденции и так далее, чтобы, не дай Бог, Венс не стал президентом. Вот. Потому что они чудесно понимают, кто такой Венс, они чудесно понимают характер Венса, его взгляды, его позицию, и они понимают, что Трамп – это цветочки. Сегодня в парламенте было заседание. Но они сделали очень важный, наши депутаты, шаг. Они прям очень серьезно пополнили бюджет, приняли закон о легализации криптовалюты. Значит, ну это просто феерично. Смысл криптовалюты заключается в том, чтобы, ну, как бы государство в стороне должно быть изначально. Ну, понятно, Европа пошла по пути, как бы, исчислений там этих монет, ну, виртуальных. Ну и Украина это сделала. Причем там вот этот 10%, десятина, короче, десятина. Отдаешь десятину и тогда. Ну, то есть понятно, что все думают, что, ну, ясное дело, да, это как бы что-то кому-то наполнит, да, но опять-таки криптовалюту кто показывает, кто не показывает, то есть это будет очень коснется вот этих людей, которые там торгуют на биржах, там с верификациями, то есть с документами, не владельцев кошельков, хотя там поди разбери, да, это же все равно все обезличено. И во время вот этих всех заседаний, этих очень важных решений вышел Тищенко. Вот два заявления, которые сделали вообще мой день и показали, что такое украинская политика и что эти люди вообще могут принять. И говорит, давайте переименуем улицу Банковую и назовем ее в честь Порубия, потому что он был герой и патриот. Тищенко, ну, тот, который в Таиланде отдыхал, колл-центры, там, который под уголовным делом сейчас ходит, но он на свободе, он ходит на заседания, все нормально. Слушайте, вот понятно, что это в голове Тищенко родилось, ему надо было выступить, и он выступил. Однако здесь вообще другой момент возникает. Вот эту смерть Порубия Порошенко, например, превратил в какой-то, ну не знаю, там, предвыборный там, концерт, или там, ну концерт нельзя говорить ну в общем, предвыборное мероприятие с экранами, с речью. Все заметили это, да, как он там светился во Львове, как он выступал. То есть цветы возлагал Порошенко на его место, где он сидел сегодня на заседании. Что вы думаете о смерти Порубия? Сколько здесь политики, сколько здесь российского следа, сколько здесь идиотизма? Я абсолютно не верю, скажу. В российский след я абсолютно не верю. Андрей был моим однокурсником. Вот, мы учились на одном курсе с ним. Мы никогда не были близкими друзьями, но очень хорошими знакомыми, неоднократно общались. Что касается его гибели, еще один наш однокурсник вот, написал очень такой трогательный текст, посвященный Андрею, который закончил словами: «Спи спокойно, желаю, чтобы Украина, о которой ты мечтал, никогда не состоялась». Вот, потому что в том виде, в котором он мечтал. И тут я подписываюсь как раз. Вот, потому что он был действительно идейным националистом. Вот, он видел Украину именно вот с националистической точки зрения под этим соусом. В этом он был последователен, он был фанатичен в этом плане. Стоит отдать должное, что он был достаточно аскетичным человеком, то есть он не был человеком, который был там каким-то мздоимцем там, и так далее. Когда показали вот эту историю с тем, что есть какой-то человек, который по заданию ФСБ, вот, мотивация абсолютно, скажем так, не выдерживает никакой критики, почему он пошел на это убийство. Ну, был бы Петя, Начиная... был бы Петя. Да, ну это... Но у меня есть свои взгляды. Вот. Поруби в первую очередь это улица. Поруби это человек, который у Порошенко отвечал за отношения с
уличным элементом. То есть это спортсмены, это частично криминалитет, это частично люди, которые там связаны с разными там, это профессиональные такие участники акций, вот, это ветераны. То есть, и в случае, если бы завтра была дана команда арестовать Порошенко, а он постоянно балансирует на этом, именно Парубий бы выводил людей на улицу. Мгм. Так, Несмотря на то, что он являлся человеком, который был в тени, который не особо отсвечивал. Но у него, к нему тянули нити именно вот этих вот людей, которые могли бы организовать Майдан теоретически. так что, Вопрос. Порошенко арестуют? Нет, я просто говорю, если бы. Зеленский просто мечтает об этом, конечно, но не дают хозяева страны, не дают ему возможности это сделать. Сколько раз он уже, сколько раз он уже эту комбинацию пробивал, что вот ему нужен Порошенко на Аскольдовом переулке, где-то рядом с камерой Коломойского. Вот там он бы хотел бы видеть Порошенко. Поэтому я думаю, что все намного проще. Никакого российского следа. Вот. Это все очередная просто инсценировка, которую нам показали сейчас для того, чтобы отвести взгляды от реальных возможных заказчиков этого. Нет, подождите, если сажают Порошенко, Да. он же тоже под санкциями, с госизменой, но на свободе. Это, кстати, уникальный Да. случай. Именно Госизмена. потому, что есть несколько политиков в Украине, сажать которых, наученные горьким опытом Януковича и Юлии Тимошенко западной политики, не разрешают. Не разрешают Зеленскому. Хотя я точно знаю, что были такие разговоры. Велись эти разговоры и до войны, и во время войны. Вот, Порошенко хотели таким образом нейтрализовать. Зеленский, у него в голове, у него дальше продолжается избирательная кампания 2019 года. Он не вышел с того стадиона. Он получил уже президентские полномочия, но он дальше продолжает бороться с Порошенко. Он перехватывает у него лозунги. Он уже со своей избирательной программы полностью перешел в его избирательную программу. Армия, мова, бира и так далее. Вот. Но и Порошенко не дает ему почему-то покоя. Хотя у Порошенко там рейтинг-то сейчас, извините, с гулькин нос. Понимаете, тут какой тоже интересный подтекст. Порошенко выходит, тоже своеобразные шаги делает какие-то. Ну, может, правда, горе повлияло или действительно там за живое задело убийство Порубия. Ну, давайте откровенно. Вы хотите говорить, наша миссия, в общем, дело чести, закрыть Телеграм. Ну вот, доступ в Телеграм. А потом пишет у себя ссылку в Телеграм, тут без цензуры. Ну, это же идиотизм. Порошенко циник и популист. Циничнее его только Олег Валерьевич Ляшко. Порошенко вот циник и популист. Поэтому для него вот он вышел, он сегодня вот это сказал, завтра забыл, послезавтра он скажет еще что-то. То есть на самом деле, знаете, слушать слова Порошенко, его призывы и прочее, это не особо благодарное дело. Ну, смотрите, говорят, что Порошенко полностью согласен на то, чтобы условно поддержать Залужного и стать премьер-министром. Это одна, смотрите, это одна из линий. Когда британская пресса написала про штаб Залужного, это, я бы сказал, это скорее борьба штабов Залужного, потому что сегодня есть несколько групп, которые сформировались вокруг Залужного, это фактически то же самое, что было у Ющенко в 2002 и 2004 годах, когда формировалось несколько штабов, несколько групп, каждая из которых представлялась, что мы представляем вот именно интересы Ющенко, мы ведем Ющенко к победе, а на самом деле грызлись между собой. Точно та же ситуация сейчас и вокруг Залужного. Залужный еще не пошел в президенты, Залужный еще не ушел в политику, Залужный еще является членом системы, вот это именно элементом системы Зеленского, потому что он посол все-таки. Он не самостоятельная фигура, он не может заниматься политикой. Но уже ведется вот эта мышиная возня в его окружении, кто же будет возглавлять его штаб. И вот один из таких потенциальных штабов решил слить информацию о другом потенциальном штабе. Вот, что, мол, посмотрите, кто сейчас у Залужного, чтобы их скомпрометировать. Уже сейчас и поставить Залужного перед фактом, что, смотри, ну видишь,
скомпрометированные люди, их надо от тебя удалить. Так вот, эта вторая группа, она как раз именно продвигает идею, что давайте сейчас пойдем по пути Залужный президент, Порошенко премьер. Вот такой тандем. Фактически это тоже повторение 2004 года. Ющенко президент, Тимошенко премьер. Помните. Вот, то есть это концепция 2004 года. Но в данной ситуации, в принципе, люди тоже работают по старым лекалам. Они когда-то возле Ющенко тоже были. На самом деле, еще два момента хотел с вами обсудить, и перейдем к вопросам зрителей. Их очень много. Друзья, пожалуйста, ставьте лайки, пишите в комментариях, что думаете. Это прямой эфир, 2057. Ну да, вижу, да, действительно, как это... Новое место нахождения, да, новые эти мастера карнали. Ну, бывает со всеми. Волосы не зубы отрастут. Спасибо большое. Кстати, привет вам большой, что обращаете внимание на все. Два момента хотел бы с вами обсудить. Константин Петрович, серьезных моментов. Момент первый. Граница. Что вообще происходит? Значит, во-первых, это очень важное управленческое решение. Зеленский назначает успешного достаточно командира, который занимается аэроразведкой на государственную границу. Наумов, да? Наумов у него фамилия. Ну, военный, который дроны. Ну, дроны, разведка, аэроразведка, все эти дела. То есть, смотрите, человек, имевший боевой опыт, который, понятно, там, с которым это все развивалось и продолжает развиваться, он теперь переброшен на западные рубежи. А что мы видим на западных рубежах? С одной стороны, отлавливают и убивают, расстреливают с автомата. Один сдался, второго расстреляли в Одесской области. Об этом сами, в принципе, и заявили. ГБР подтвердило. С другой стороны, в Волынской области стреляются достаточно, ну вот, чтобы все понимали, старший сержант, погранвойск, вот это все, это не какой-то там, ну то есть уже нет такого, что раз и попал там по сорочке какой-то мальчик, там, ну это что-то должно происходить, раз такие кадры, плюс старшего, младшего состава, ну они старшие в младшем офицерском составе, убивают себя на границе, понимаете? То есть... что-то происходит неладно, и какие-то вот системные решения опираются на какой-то вот поток новостей из государственной границы, достаточно тревожных. Что происходит? Не, ну на самом деле это происходит то, что и происходило. Люди бегут из страны, это да. Люди бегут из страны. Сегодня одна моя знакомая сказала о том, что уволились сразу 7 человек у нее на работе, вот, парни от 18 до 20 лет, до 22 лет. Понятное дело, почему они уволились. Одномоментно практически. Вот. И что касается других тенденций. Люди, которые старше 22 лет, продолжают бежать, продолжают давать большие деньги, вот, рисковать, продолжают переплывать Тису, где это возможно, продолжают пытаться через горы идти, вот, замерзают в горах и прочее, но бегут. Есть такое. Нездоровая ситуация, которая существует в погранвойсках, она тоже неоднократно становилась предметом рассмотрения. Поэтому, когда стреляются люди, они стреляются не из-за того, наверное, что им там стыдно или совесть замучила, а есть и какие-то другие вопросы, которые могут их на это подвигнуть. От личных вопросов до вопросов, там, возможно, взаимоотношений, неуставных взаимоотношений, которые существуют в войсках. Ну, еще один такой специфический вопрос. Это мобилизация, которая просто выходит за рамки. Мобилизуют священников, очередного там, сановника Украинской Православной Церкви мобилизовали. В очередной раз поднимаются тема, ну, скажем так, закрытия официального через суд, благодаря новому законодательству, через госэтнослужбу церкви. Ну и там о мощах уже, знаете, уже так как мощи и мощи. Ну все. То есть, понятное дело, экспертизы, там что-то проводят, Минкульт ничего не отвечает, что там делают. Смотрите, понятно, что там на церковь набросились, ну, отправили ТЦК, это понятно.
Но у меня возникает другой момент. Почему не происходит единение? Ведь ТЦК сейчас это орудие расправы. Но простите, пожалуйста, несмотря на все вот эти все идиотские заявления о том, что мы работу ТЦК контролируем, вот он, Львовский ТЦК говорит, в июле ни одного не было плохого случая, это все фейки, то есть нормально все. Ну там, чего на Оболоне паковали мужика? А он говорит, проверить документы у него. А он взял и укусил ТЦКшника за руку. Ну, его решили, ну, в общем, спаковать. Ну, то есть, на каждый такой случай, видео находится аргументация, и это уже вроде как, ну, нормально. То есть, этот инструмент, вот он к чему ведет? И, собственно, действительно ли он выполняет сейчас задачи Банковой по отношению к украинскому обществу? Выходит Полиса, зам Ермака, говорит, ребята, даже если прекращение огня, мобилизация продолжится. Я очень рекомендую пересмотреть фильм «20 век» Бертолуччи. Бертолуччи снял его в середине 70-х годов. Блестящий актерский состав, вот, блестящая аллегория на историю Италии первой половины 20 века, вот, как появляется фашизм. Вот. И, соответственно, дальше, чтобы ну, вот, особенно проследить вот, судьбу одного из героев, которого сыграл Дональд Сазерленд. Вот. Это фашист Аттила. Фашист Аттила, который является таким олицетворением фашизма. И как потом он вызывает ненависть у местных же своих односельчан, вот его судьба и все прочее. Я думаю, что украинская власть на протяжении войны так долго работала над расчеловечиванием общества, что по мановению волшебной палочки, по щелчку пальцев, нажатием одной кнопки, объявив о том, что у нас мир, это расчеловечивание не прекратится, а просто обернется на новую мишень. И этой мишенью станут те, кто сегодня гонит людей на фронт, тех, кто устраивает беспредел и прочее. Я очень боюсь, я понимаю неизбежность этого процесса, что страну охватит волна судов линча над этими ТЦКшниками. У них крайне незавидная судьба. Ну, вы знаете, есть уже первые такие ласточки. Есть судья в Луцке. И сейчас выходят, они пачками выходят эти видео, они на камеру это все. Ну как, вот приходят в суд, например, по какому-то случаю. Луцк, кстати, тоже там, Волынь, там жесть, что творят ТЦКшники. И, ну, кому удается, так сказать, добиться какой-то правовой защиты и дойти до этого луцкого судьи, он их просто в хвост и в гриву. Говорит, ты кто? Говорит, ты таксист. Ты вообще, ты что ты имеешь? Ну вот ТЦКшник, на них же бодикамеры еще повесили. Они там включаются, не включаются, дело такое, ну, как бы, понимаете? То есть, все равно начинает после вот этого морока, того и беспредела, который они начинают появляться, ну, такие уже взрослые, там, судьи вот такие, как Луцкий, или, например, там, женщины, или какие-то такие другие взгляды на происходящее. Перемелет украинское общество вот эту бусификацию, мука будет? Или все-таки бусификация победит украинское общество? Ну, на первом этапе сейчас противостоять силовому блоку, силовым структурам невозможно. Но если завтра если власть даст слабину, если завтра начнут сыпаться силовые структуры, если завтра вдруг те же СБУшники скажут, а зачем мне вот это вот надо, чтобы еще себе портить карму на будущее, там, я себе лучше промолчу. Если судьи тоже скажут, да нет, ну, мы уже пережили не одну смену власти, да ну его, ну, вот, будем по закону действовать. Если завтра полиция попросту не выйдет на какой-то вызов случайно, вот, я боюсь, что будет очень-очень такое кровавое пробуждение. Да, друзья, давайте подведем итоги нашего сегодняшнего опроса. Ну, вот такой он, рациональный, да, больше 12 тысяч голосов проголосовали. Друзья, маловато что-то лайком светится, давайте поставим лайк.
Ну, вот, видите? Поставьте лайк. Спасибо большое за то, что пишете хорошие, добрые комментарии. Подведем итоги. Как Зеленский поедет в Москву? 4%. Как турист в глубокой старости. Верят меньше всего люди в этот вариант, что там это все перемелется, и старенький Зеленский поедет посмотреть на Красную площадь. Ну, уже будет другое время, другие отношения, все забудут, наверное, войну. 11%. Поджав хвост договариваться. Ну, или давайте так, на белом коне договариваться. То есть обставят это все под цвет софитов, я еду, я поехал. Ну, в общем, или как бы так, давай и договариваться. 13% принудительно в наручниках. Ну, это имеется в виду суд какой-то там, да, вот что. И в Москву тоже заедет этот трибунал над теми преступлениями, которые делала вот эта вот Камарилья. Ну и 72% поразительно, почти как на голосовании в 2019 году, что не поедет уже никогда, считает большинство аудитории. А чего так? Чего вот как-то вот без фантазии? Почему вот так не поедет и все, никогда не поедет? Вот видите, теперь Зеленский может, апеллируя к нашей передаче, сказать, 72% запретили ехать в Россию. А вообще просто все чудесно понимают, что ехать туда можно только, знаете, с одной целью. Это подписывать капитуляцию. А Зеленский же он не хочет, он хочет все-таки показать, что он победитель. Перейдем к вашим вопросам. Константин Петрович, вопросов очень много. Давайте пройдемся по ним. Блиц не обязателен, но желателен. Поехали. Начинаем с сообщества YouTube. Господа, здравствуйте. Вопросы легче некуда. Трамп свихнулся, он вообще дружит с головой? Спасибо за ответ. Трамп дружит с головой. Больше, чем очень многие политики. Просто у Трампа такая натура эгоцентричная немного и склонность к эффектным действиям. Как вы думаете, если бы Украина не отвернулась от России, жила бы нейтральным государством, и кто-то условный напал на Украину, Россия защитила бы, воевала бы за нее? Если бы у нас был военный договор, военно-политический договор, если бы мы были членом ОДКБ, то тогда бы Россия бы, очевидно, бы вступилась. Хотя тоже не очевидно, потому что есть пример Армении, да, которая тоже является членом ОДКБ, но понятное дело, что Армения, скорее всего, попросту официально не запрашивала помощь России. Казахстан попросил, Россия вмешалась. А вообще, если мы говорим о гарантиях для Украины, то в нынешних условиях, когда в НАТО нас не могут принять, государства западные могут дать только какие-то косметические гарантии, вот, то единственная гарантия для Украины, именно гарантия безопасности, это ее нейтральный статус и добрососедские отношения с Россией на будущее. Как вы полагаете, Константин, почему украинский народ попал в эту катавасию с 91 года и не вынес уроков ни из истории, ни из настоящего? Спасибо, всем добра. Потому что с середины 90-х годов украинское государство начали строить именно как до определенной степени антипод России. Я очень хорошо помню, как даже все вот цитируют сейчас Кучму «Украина не Россия», а я процитирую статью, которую российский банкир Лебедев когда-то написал «Другая Русь». Вот, где после Майдана, как раз первого Майдана, он писал восторженную статью о том, что вот было Великое княжество Литовское, которое было другой Русью, а теперь такая же судьба уготовлена Украине, другая Русь, как антипод России. Там. И так далее, и так далее. То есть с разных сторон раскачивали ситуацию, и Украину очень планомерно, шаг за шагом, год за годом готовили именно как определенного антипода России. Кто-то говорит антироссия, да, ну, потом мне начали писать антироссия. Это кремлевский нарратив, хотя я этот термин лет 15, наверное, использую. Вот, так, но сейчас это оказывается кремлевский нарратив, антироссия. Да. Но вот что касается этой вот политики, просто кто-то перечитался Збигнева Бжезинского, что Украина вот в его шахматной доске, великой шахматной доске, вот Украина – это обязательный противовес России, без Украины не может быть возрождения Российской империи и прочее, и прочее, и прочее. Вот это все как раз сформировало определенное мировоззрение и выросло целое поколение, даже два поколения политиков, которые уверовали в этот тезис. Вопрос. Добрейшего вечерочка, друзья. В России среди философов в почете Дугин.
Не все его любят там, но все же. А есть ли аналогичная личность в Украине? Или у нас Ермак с Литвином заменяют придворного философа? Спасибо. Я как раз вчера писал о том, что у нас Ермак заменяет придворного философа, главный интеллектуал во власти, и другие ему не нужны. Вот. Что касается Дугина, он достаточно нишевый сегодня, хотя, да, он сыграл свою важную роль. Да, именно Дугин ввел, точнее, в обиход целый ряд трудов консерваторов, целого ряда таких консерваторов, как Юлиус Эвола, как Жак Кириар и прочие. Вот благодаря ему знакомилась русскоязычная публика с произведениями этих людей. Его геополитика, основа геополитики, которые в начале 90-х были изданы, это действительно фундаментальный труд. Но слишком много есть и графомании, слишком много есть поверхностных вещей. В России есть и другие философы. Дугин просто наиболее, скажем так, раскрученный, наиболее известный. Нельзя сказать, что он там пустой. Нет, он очень человек интересный, но со своей нишей. Когда кто-то говорит, что Дугин – это любимый философ Путина, это неправда. Вот, но свою нишу он занимает. Константин Петрович, вот все говорят, Лилия спрашивает, что был нарушен Будапештский меморандум, а кто же его первый таки нарушил? И не было ли одним из условий тех гарантий безопасности нейтралитет Украины? В том-то и дело, когда подписывался Будапештский меморандум, тогда еще уважали фактически и Декларацию о государственном суверенитете, и Акт о государственной независимости, который прямо проистекал из декларации, и нейтралитет не ставился под сомнение. Это первый момент. Второй момент. Будапештский меморандум, он так и не стал обязательным документом. Обязательный документ – это тот, который ратифицируется сторонами. А там в 1994 году подписали и забыли. А потом, когда уже, что называется, петух клюнул, да, тогда начали кричать, не выполняют. Не выполняют что? Декларация, меморандум. Вот. Так для того, чтобы его выполняли, его необходимо было ратифицировать на уровне парламента всех государств. Угу. Игнейс, в общем, пользователь. Почему Трамп оказался таким нерешительным в отношении Зеленского и его окружения? Казалось бы, он мог уничтожить его в первый день своего правления, но вместо этого растянул все на месяцы, а в итоге в глазах всего мира превратился в балабола и посмешище, которое кидается пустыми обещаниями и ультиматумами, еще и дедлайнами. Боялся негативной реакции СМИ своего электората, спонсоров или элит. Это же не помешало ему принять у себя Путина на Аляске. Нет, он боялся того, чтобы его не обвинили в том, что он играет на стороне одной стороны конфликта. Потому что он всячески пытается дистанцироваться от этого конфликта, показать, что это война Байдена, а не его. И если он вдруг открыто подыграет Путину против Зеленского, вот, его сразу же обвинят в том, что вот в данной ситуации война-то, возможно, была Байдена, а поражение его. Немощь пользователь. Недавно в Стамбуле Зеленский брал на слабо Путина. Сегодня подобное в Пекине провернул уже Путин. Приглашаю в Москву. Как автор Джокера, сможете ли вы спрогнозировать реакцию, ответ или действие персонажа книги? Да никак. Зеленский сейчас выступит с речью, которую ему заготовит Дмитрий Литвин, в которой он там снова ответит каким-то там выпадом в адрес Путина. Вот. Дальше, соответственно, будет апеллировать к Трампу, видите ли, что он нас всерьез не воспринимает, видите ли, что он срывает процесс переговорный. Все это не стоит акцентировать внимание на именно на этом взаимном троллинге. Это элементы информационного шума, это не политика далеко идущая. Иван спрашивает, смысл появления Януковича на экранах телевизоров. На сегодняшний день юридически он вроде единственный легитимный представитель у власти или нет? Несмотря на все отношение к нему, срок президентства, получается, не закончился. Ваше мнение? Понимаете, дело в том, что он мог бы рассматриваться как легитимный президент, если бы Российская Федерация не признавала легитимность президента Порошенко и легитимность президента Зеленского. Вот. А так, ну да, сейчас после 21 мая 2024 года легитимность Зеленского не признается Россией.
Вот, но, извините, пожалуйста, о какой легитимности Януковича сейчас идет речь после того, как дважды была признана легитимность его преемников? М. Поэтому в данной ситуации это тоже определенный элемент троллинга. Вот. А еще, кроме всего прочего, он напомнил о том, что я не был противником интеграции в Евросоюз, но я был противником членства в НАТО, сказал Янукович. Это полностью созвучно с тем, что сейчас говорят в России. Мы не против, пусть Украина вступает в Евросоюз. Они чудесно понимают, что Евросоюз сейчас не готов принять Украину. Вот. Но мы против вступления в НАТО. Элли, Александр, вопрос к гостю. Кость Петрович, как считаете, на сегодняшний момент что для президента Зеленского победа? В чем этот максимум? Максимум – это сохранение государственности. Он может в любой момент сказать, что мы, да, хоть мы потеряли территории, вот мы эти территории когда-то обязательно вернем, если не через 5, то через 10 лет, если не через 10, то через 20, может через 100, через 200, но мы их вернем. Мы никогда их не признаем потерянными, мы на картах будем рисовать, что это наша территория, вот, но мы сохранили государственность. Вот. Киев враг не взял, вот видите, флаг развивается над Киевом, вот, и так далее, и так далее. Вот это он будет подавать как победу. Джонни Грин. Константин Петрович, какая, по вашему мнению, основная ошибка или ошибки Трампа по урегулированию этого военного конфликта? Спасибо. Его ошибки в том, что он не всерьез рассматривает этот конфликт. Он считает, что это такой себе, это не столько война, сколько действительно мелкий конфликт, который выеденного яйца не стоит. Вот. Помните, у Джонатана Свифта была там война за то, с какой стороны разбивать яйцо, с тупой или с острой. Вот приблизительно так Трамп понимает эту войну. Он всячески хочет показать, что это война, которую вели его предшественники, а он ее остановит вот просто одним взмахом руки. И иногда он не углубляется в суть вопроса. Он очень хочет, чтобы этот конфликт закончился, скажем, с минимальными потерями для обеих сторон. То есть найти какой-то очень большой глобальный компромисс. А тут невозможно. Именно уже ситуация зашла уже так далеко, что невозможно вот так легко остановить эту войну. Недооценивал он с самого начала эту войну. Мгм. Уважаемый Константин Петрович, как вы относитесь к стихотворению Бродского на независимость Украины? На него принято обижаться у вас в интеллигентской среде, хотя оно само преисполнено обидой за то, что отвернулись, за то, что безоглядно бросились в объятия ляхам-ганцам, забыв общую историю нашей святыни. Я очень хорошо знаю это стихотворение. «Дорогой Карл XII, сражение под Полтавой, слава богу, проиграно», как говорил Картава, и так далее. Не буду его все цитировать. Оно очень хорошо известно. Знаете, когда-то я на него очень сильно, действительно, где-то в 90-е годы, когда впервые прочитал его в 97-м году, наверное, вот, оно меня шокировало. Но потом я понял, что необходимо его воспринимать в контексте той ситуации, исходя из личности Бродского, из его характера, его взглядов и прочее. Несмотря на это стихотворение, у меня нет обиды, я очень люблю Бродского. Значит, Владислав, добрый вечер, Александр Кост Петрович. По конференции Герасимова вопрос. Понятно, что никто из Генштаба не будет в открытую, да еще и публично перед камерами раскрывать свои истинные планы, размещать на видном месте подобную карту. Это разве не скрытый намек Зеленскому, мол, если ты готов воевать до конца, то следующие условия будут такие через год, два, неважно, некий виртуальный посыл? Спасибо. Нет, это обмен любезностями с Будановым. 2 года назад Буданов показал, как бы тоже невзначай раскрыл карту, где расчленованное на отдельное государство Россия. Вот там вот и многие журналисты писали, вот у Буданова карта, вот на месте России там 10 или 15 отдельных государств. Ну вот точно так же показали, как бы невзначай, тоже якобы секретную карту, где уже и Херсонская, Николаевская и Одесская области принадлежат России. Владимир, совокупный мировой долг достиг 324 триллионов долларов в начале 25-го. Устойчива ли финансовая система и каковы ее пределы роста, сценарные средства и последствия? Вавилонскую башню строили ввысь. Возможно ли расширение?
а теперь Вавилонскую башню строят действительно в ширину. Я не экономист, сразу скажу. Я думаю, что этот вопрос лучше задать экономистам профессиональным, которые ответят больше. Но, знаете, как обыватель обычно, я понимаю, что на самом деле этот пузырь должен рано или поздно лопнуть. Ну, давайте еще экономического от Натальи. Хороший вопрос. Я магистр, защищавшийся по теме финансовой организации Украины. Почему в стране, находящейся в состоянии технического дефолта, в стране, которая является банкротом, отстранение заместителя главы НБУ Рожковой осталось без должного внимания, в общем-то, проигнорировано. Это при том, что Рожкова приложились к развалу системного банка Украины, Платинума. Да, да, потому что на самом деле это не столько событие, которое влияет на финансовую систему Украины, сколько событие аппаратного толка. И в данной ситуации это еще раз подчеркивает, что Украина на самом деле абсолютно не живет сегодня по законам экономики. Вот. Вот. Когда-то мне говорил один из, я цитировал это уже неоднократно, еще в мае 22 года, когда я спрашивал у одного из соратников Зеленского: «А скажи, а как вы думаете об экономике? Вот экономику вы как-то просматриваете на будущее в этой войне?» Он говорит: да какая экономика? Сколько попросим денег, столько дадут. И он оказался прав. Пока идет война, дают столько денег, сколько попросят. Вот. А это ничего не имеет общего с законами экономики. А как только закончится война, а зачем тогда Украина будет Западу? Запад – это не благотворительный фонд. С пометкой «Важно», пользователь пишет. Вопрос к вам, Кость Петрович. Объясните, пожалуйста, а кто такие глобалисты, какие цели они преследуют, во что верят и какая их философия? Это Это целое... закрытый клуб, некая секта. Туда поможет попасть любой. Назовите, пожалуйста, для примера пару-тройку более-менее самых известных имен представителей и какая коалиция, в принципе, сейчас составляет их кулак. Бриты, Ми-6, Демпартия, Сорос, Ротшильды. Считаете ли вы Макронов, Стармеров, Мерцем шестерками? Или они сами глобалисты на уровне с Соросом? Тот же Зеленский, он сейчас полноценный глобалист или просто марионетка? Спасибо за ответ, всего На наилучшего. самом деле к глобалистам относят в первую очередь транснациональные корпорации, которые вышли за рамки уже определенных государственных структур, стали надгосударственными или межгосударственными объединениями, которые продвигают те или иные интересы, свои уже интересы, посредством в том числе государственных машин. Вот, когда вы говорите про Макрона, Стармера и прочих, то сразу же начинают искать, а кто стоит за ними, а кто финансировал их кампанию, а кто там назначает им советников и прочее. Вспоминаю, что Макрон начинал работать у Ротшильдов. Вот, и что один из представителей семейства Ротшильдов даже сказал, что Макрон – это Моцарт от финансов. Дал ему такую характеристику еще задолго до того, как тот стал президентом. И так далее. То есть, да, Зеленского тоже можно отнести к тем людям, которые являются политическим выражением именно интересов тех же глобалистов. Глобалисты постепенно из просто структур, которые делают деньги, начали постепенно превращаться в некую силу со своей новой идеологией. Вот. Я не помню, кто, кажется, Курцвейл или кто назвал, не буду просто утверждать, назвал идеологию глобалистов, которая левацкая по большому счету по своему содержанию, он назвал их когда-то марксистами без Маркса. Угу. Слишком много у них есть таких утопических идей, там, о превращении мира в единое справедливое сообщество под единым контролем и прочее. Но, правда, понятное дело, без Маркса, без прочих там, коммунистических идей. А вот если говорить, кого относят к ним, это и среду Демократической партии Соединенных Штатов в первую очередь. Это и представителей двух основных партий Великобритании, консерваторов и лейбористов. Это и того же Макрона. Зеленского пытаются сейчас использовать как знамя и таран этой структуры. Это консолидированы они сегодня, Билла Гейтса туда, Сороса и прочих туда же относят, но это можно считать целую лекцию. Это я сейчас только так по верхушкам просто пробежал, потому что, чтобы в 2 минуты ужаться. Вот. Но в целом я думаю, что я донес информацию. Да, друзья, продолжаем. Давайте вот такой еще вопрос.
от Дианы. Вы понимаете, что национальный украинский малорусский проект может сохраниться только в составе Русской Федерации, в скобочках Руськой. Во всех других проектах западной, самостийной и прочих проект обречен на вымывание и перегрызание самих себя, что происходит в последние десятилетия. Как ни контроверсийно это звучит, получается, надо желать поражению государству, чтобы сохранить народ. Ну, это мы уже переживали. Во время Первой мировой войны большевики тоже желали поражения собственному государству, вот, ради спасения России, как говорили тогда они. Вот. Что касается этой концепции, мне она хорошо известна. Эта концепция, да, существует такая концепция тоже. Я могу сказать одно, что над Украиной пытались на протяжении последних десятилетий ставить эксперимент. Вот. В свое время Сэмюэл Хантингтон, вот, он разделил все человечество на несколько цивилизаций, если не ошибаюсь, 10 или 11 цивилизаций там у него было. И одна из этих цивилизаций – православная цивилизация, к которой он относил русских, украинцев, белорусов, кстати, болгар и прочих. Вот, то есть православная цивилизация, говорил он. И из его учения проистекает то, что невозможно Украину, например, забрать из одной цивилизации искусственно, ее заставить жить по меркам западной цивилизации, например. Вот, невозможно. Просто другие цивилизационные механизмы, совершенно другая цивилизационная основа. Вот. Это то же самое, что чукчи и немцы в Советском Союзе из первобытно-общинного строя пытались сразу же в социализм и коммунизм перепрыгнуть несколько других формаций. Вот. Не совсем, наверное, корректное сравнение, но точно так же искусственные формы, искусственные попытки просто переписать код, что называется, код отдельного народа. Значит, чат трансляции. Давайте здесь еще, скажем так, поотвечаем на вопросы. Добрый вечер. Рамазан пишет, верит ли Бондаренко в мир в ближайшее время, каким он будет? Верю. Верю, что все-таки... я просто вижу, что внутренний запас, внутренний потенциал войны, партии войны и так далее иссякает. Нечем крыть фактически. Тут вот все срочно. Трамп уже не говорит с Путиным. Уже не говорит. Это он наговорился. С Зеленским говорит. Говорить буду с Зеленским. Вот, так что... Зеленского да. Имел в виду Трамп, понимаете? А мы-то вот это с Путиным говорить. Значит... Сегодня был очень интересный мем запущен, что мне нужно включить новости и узнать, любит сегодня Трамп Путина или не любит. Это да. Людмила, вопрос к Бондаренко. Где сейчас Погребинский? Честно, я не знаю. Я потерял Погребинского из виду в то время, когда он уехал из Украины в самом начале войны. Его сначала задержали, арестовали, он находился в заключении, потом его отпустили, разрешили ему выехать. Он выехал сначала в Мюнхен, а дальше ходили разные слухи. Кто говорил в Израиль, кто говорил в Россию, я не знаю. Вот, я потерял просто Михаила Борисовича из виду. Ева почему-то решила как бы вас развести. Говорит, в хорошем в плане вопроса, как бы дихотомия, два выбора. Если вот нет других выборов, или Кадыров, или Зеленский, кто был бы лучше? Для Украины. Для кого? Да, для Украины. Президентом Украины. Смотрите, давайте так, что Кадыров – это продукт чеченского общества. Он сформировался в Чечне, и он знает, что такое Чечня, как управлять Чечней. Вот. Я, несмотря на то, что Зеленский сформировался в Украине, он не совсем хорошо понимает, что такое Украина, и он как-то до сих пор не понял, что Украина – это не 95-й квартал. И это небольшой кривой рог. Так, Вася спрашивает, есть один такой эксперт, говорит, что на сегодня у ВСУ не может отбить территории, а Россия никогда не победит ВСУ. Получается, он ждет победу завтра или послезавтра.
Ну, был такой греческий философ Зенон, который говорил о том, что Ахиллес никогда не догонит черепаху. Да? Так, так что, вот, так что есть такие опории Зенона. Очень многие эксперты мне напоминают именно этого философа Зенона, 3 век до нашей эры. Мгм. Андрей, Константин, в Китай вместе с Ким Чен Ыном приехала его сестра Ким Йо Джон. Многие считают, что она одна из самых влиятельных женщин сегодня в мире. Какое ваше мнение об этом? Я знаю об этом только то, что знаете и вы, потому что мы пользуемся, наверное, одними и теми же источниками. Источники из Северной Кореи достаточно скудные, особенно то, что касается их элитарной прослойки, как у них принимаются решения и прочее. Многие источники оттуда транслируются через южнокорейские средства массовой информации или китайские, вот, то есть искажаются. Но то, что она является влиятельным человеком, это несомненно. Вот. Но сказать, что она является там настоящим руководителем Северной Кореи, а Ким Чен Ын является попросту марионеткой в руках, это, наверное, будет преувеличение. Хотя я и такие слышал мнения. Значит, вот такой вопрос жизненный. Добрый вечер Александру и Константину. Мне 58. Скажите, я еще могу рассчитывать на хороший конец или добрую старость? Мне Спасибо. 56, Внимание. да. Мне Спасибо. 56, Не, да. Константин Петрович, спасибо. Херсон, где половины города нет, а будущее необозримо. Просто ваше мнение. Мне 56, несмотря на то, что я не в Херсоне, но я все-таки надеюсь на то, что мы все-таки увидим еще, что и на нашей улице будет праздник. Вот. И Херсон, который я очень люблю, этот город, вот, что он будет отстроен и снова станет тем городом, который мы любили, любим и будем любить. Артур, почему Украина не приняла вакцину от ковида у России, хотя Россия практически просила принять, это был бы шаг договориться тогда, а вместо этого делали шаг к войне. Ну, это один из шагов, и не самый главный. И на самом деле есть такая мафиозная структура Всемирной организации здравоохранения. Мафиозная структура, это признается очень многими, которые, ну вот фактически тут уже был императивный момент, где сказали брать вакцину, оттуда и брали. Ну, есть такая штука, как это, вопросы, ну, разговор с чатом, это такой рубрика «Жди меня». Ну, давайте вот Ирина Черданцева спрашивает, слушал ли Константин новое аудио подкатывает Джангирова на Global Capital? Если да, то понравилось ли ему? Связывался ли он с Дмитрием Георгиевичем? Еще не все, не связывался, попытки связаться пока что не увенчались успехом. Вот, мне подсказали, где он находится, но я пока что с ним лично не связался. Стелла, а возможно, вот вдруг Зеленский едет в Москву, подписывает капитуляцию, насколько он независим? Разве он не в заложниках и все это получил в наследство от попередников? Помните фильм «Хвост машет собакой», когда ЦРУ настояло на том, чтобы прекратить вот эту всю истерию вокруг мнимой войны в Албании, а вот этот голливудский режиссер, которого играл, голливудский продюсер, которого играл Дастин Хоффман, вот, возмущался и кричал, как они посмели закончить войну, это не их война, это моя война. Вот приблизительно то же самое могут адресовать и Зеленскому. Как он посмел закончить войну, это не его война, не он решает. Это тоже вот пользователь. Мне 47. Анализируя жизнь своих родителей, я в 35 понял, что в Украине будет Ж, О, П и А, и как минимум 20 лет она будет продолжаться, и уехал в 2015 году. Ну, правильно сделал. Ну что. Ну, каждый человек, да, является кузнецом своего счастья. В данной ситуации убеждать, переубеждать или еще что-либо, каждый выбирает свой путь. Мне тоже пришлось уехать, я бежал не от войны. Вот. Так что, когда велись бои вокруг Киева, я был в Киеве в то время. Вот. Но уехать пришлось мне из-за преследования власти, а не из-за боевых действий. Не понял. Оскар Джаримбетов спрашивает заявление Путина, что к 2050-му пятилетних будет меньше пожилых. Как понять? Ну, что, возможно, произойдет омоложение общества или
Я не знаю. Вот есть целый ряд обществ. Вот в Африке очень много государств, где, значит, 2/3 составляют люди до 30 лет. Вот, вот Узбекистан является таким государством, где вот основная часть населения – это молодые люди. Вот. Возможно, что он это имеет в виду, что будет какой-то демографический взрыв, после которого именно к 2050 году вследствие этого бэби-бума будут доминировать именно молодые люди. Ну, давайте на этом вопросе закончим наш сегодняшний эфир. Богдан Крамаренко, потому что мы так обещали, чтобы... Я правда хочу, чтобы вы прокомментировали. Вам понравился парад в Китае, спрашивает пользователь. Может, чем поделитесь? Честно, я видел только отрывки. Я не смотрел системно, я посмотрел несколько отрывков в телеграм-каналах, которые выложены были. Ну, как говорил герой фильма Чапаев, красиво идут. А еще летят и Да, едут. это, И да. едут. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что присоединились к нашему сегодняшнему прямому эфиру. Константин Петрович, благодарю за время и мысли. Спасибо и вам, и до новых встреч. Друзья, спасибо, что смотрите наши встречи по средам с Костем Бондаренко. Вечер, следующей среды, так себе и запишите, будем встречаться. Но самое главное, берегите себя и друг друга. Ох, непростые времена накатывают с этой непростой осенью. Перевернули мы календарь. Снова 3 сентября. Будем надеяться, что это будет последняя военная осень, в которую мы входим в контексте вот этой войны. А все другие, ну вот, не коснутся именно наших народов, наших людей, всех тех, кто вот сейчас воюет, чтобы вот отвоевали и все, и не было этой новой осени в российско-украинской войне, чтобы как можно больше людей сохранили рассудок, трезвость мысли и, конечно, были живы и здоровы. Ну, ровно для этого мы и встречаемся. Берегите, еще раз, берегите себя. Увидимся. Добра и света.